Глава 1246. Кипригель восьми духов и зверь плачущей души. Даже после всего этого Хань Ли не собирался останавливаться. Вместо этого он потер руки и поднял их высоко в воздух. С раскатами грома из его рукавов вырвались две световые дуги, каждая из которых была толщиной с его руку. Две дуги молнии сошлись, образовав массивного золотого питона диаметром, сопоставимым с диаметром большого шара, летевшего в воздух с пугающей скоростью. В то же время Хань Ли открыл рот и выплюнул сверкающую, полупрозрачную бусину, которая мгновенно превратилась в фиолетового змея длиной более 100 футов, который также бросился в воздух над его головой. Тем временем огромный серебряный лотос также стал медленно подниматься навстречу зеленому солнцу. Внезапно в воздухе вспыхнул духовный свет, и зеленое солнце над головой снова раскололось на 8 нефритовых вершин. Однако 4 из них уже были повреждены, хотя и не полностью, а остальные 4 были в идеальном состоянии. Однако, когда зеленый свет начал распространяться по поверхности этих гор, произошла невероятная трансформация. 8 гор объединились, образуя гигантскую гору высотой около 10 тысяч футов, которая рухнула в следующее же мгновение после своего образования. В этот момент фиолетовый змей, молниеносный питон и серебряный цветок лотоса также поднялись навстречу этой колоссальной горы. В небе взорвался духовный свет всех типов, молния, ледяная ци, серебряный свет и зеленый свет переплелись между собой, и колоссальная гора действительно остановилась. Однако размер горы был слишком большим, чтобы с ним справиться, независимо от того, была ли она поражена молнией или заморожена ледяной ци, и гора, казалось, просто могла избавиться от этих недугов, медленно продвигаясь вниз. Даже массивный серебряный лотос не смог остановить ее импульс. Внизу Хань Ли прищурился, и в его глазах вспыхнул синий свет. Затем он тихо вскрикнул и выплюнул глоток крови. Сущность крови мгновенно исчезла в центре серебряного цветка лотоса в небе, где она была поглощена зеленым кипригелем. Хань Ли быстро сделал серию ручных печатей и начал странное песнопение. Услышав пение Хань Ли, Сян Чжили и эксцентрик Ветер переглянулись между собой с удивлением на лицах. В тот момент, когда колоссальная гора над головой вот-вот должна была раздавить цветок серебряного лотоса, из зеленого деревянного кипригеля внезапно вырвалось 8 странных криков, после чего появилось 8 выступов, каждый из которых был размером около дюйма. По приказу Хань Ли все эти проекции резко расширились, мгновенно превратившись в 8 проекций духовных зверей размером более 100 футов. Все проекции мерцали зеленым светом и выглядели как живые существа, а не простые иллюзии. Кроме того, каждая из этих проекций была идентична одному из легендарных небесных духовных зверей. Все 8 проекций объединили свои силы и заставили колоссальную гору подняться выше, остановив ее, а затем заставили ее вращаться на месте, не позволяя ей спускаться на 1 дюйм ниже. Выражение лица Ху Цинли, наконец, стало мрачным при виде этого. Несмотря на то, что он не собирался убивать Хань Ли, он действительно хотел сильно ранить Хань Ли, чтобы преподать ему урок. Если бы Хань Ли смог с такой легкостью противостоять его атаке, он упустил бы эту возможность. Таким образом, Ху Цинли, похоже, не стал ничего делать, но все пронзительные крики, издаваемые нефритовыми пиками, внезапно усилились по его воле. С горы вырвалось множество серых фигур, превратившись в мощных обезьян, каждая из которых была около 10 футов в длину. Эти обезьяны были не настоящими демоническими животными, а проекциями принесенных в жертву душ демонических зверей, порожденным этим сокровищем. Можно сказать, что они были практически неубиваемыми. Падая сверху, даже если они были нарезаны на тысячи кусков, они могли почти сразу же воскресить себя с нефритовых вершин. Несмотря на то, что ни один из них не был очень могущественным по отдельности, со всеми ними было очень трудно разобраться разом. Однако, как только появились эти проекции обезьян, глаза зверя плачущей души внезапно загорелись. Он протяжно закричал, и его тело снова начало резко расширяться во вспышке черного света. Однако, в этом раз он только увеличился до чуть более 100 футов в размерах и свирепо хмыкнул. Из его ноздрей вырвались вспышки желтого света, превратившись в несколько сотен полос желтого света в следующее мгновение. Все обезьяны, вызванные нефритовыми пиками, обладали обильной демонической ци, и почти все они были 5-го ранга и выше. На самом деле, среди них было даже несколько душ демонических зверей 7-го ранга. Однако, как только полоски желтого света пронеслись сквозь них, все они сразу же попадали, как муравьи, превратившись в пучки зеленого света, а затем были сметены желтым светом. Затем все эти пучки зеленого света были проглочены зверем плачущей души. Сотни проекций обезьян были втянуты в живот зверя плачущей души в одно мгновение. Однако, проглотив все эти проекции обезьян, она снова уменьшилась и исчезла в сумке для хранения духовного зверя в виде полоски черного света.
Хань Ли слегка запнулся при виде этого, но через свою духовную связь со зверем плачущей души он узнал, что зверь снова будет эволюционировать, и это было, естественно, фантастической новостью для него. Тем не менее, не только все зрители были ошеломлены зверем плачущей души, который сожрал столько проекций обезьян, но даже сам Ху Цинли был остолбенел от удивления. Другие люди, возможно, не знали, насколько сильны эти прогнозы обезьян, но Ху Цинли был владельцем призванного сокровища, поэтому он, естественно, прекрасно понимал их силу. Таким образом, он был гораздо более удивлен этим поворотом событий, чем все остальные. Тем временем колоссальная гора в небе была окончательно остановлена объединенными силами 8 духовных зверей. Хань Ли слегка прищурился, задаваясь вопросом, стоит ли использовать какое-то другое сокровище, чтобы полностью уничтожить эту гору. Внезапно Сян Чжили вмешался. Ха-ха, младший боевой брат Хань действительно является тем культиватором, с силой которого нужно считаться. Давайте на этом пока закончим, если вы двое продолжите, я боюсь, что это перерастет в полномасштабную битву. Его тело качнулось, и он исчез на месте. В следующее мгновение он появился между Хань Ли и Ху Цинли, одной рукой протянув руку к массивной зеленой горе, по-видимому, случайным и небрежным жестом. С грохотом в воздухе появился призрачный коготь, окутанный черной ци. Призрачный коготь затенил собой практически все небо, вцепившись в массивную гору и подняв ее на 100 футов, сжимая гору в размере. Хань Ли дрогнул, увидев способность Сян Чжили, в то время как выражение лица Ху Цинли потемнело еще больше. Не думал, что ты уже достиг такого высокого уровня мастерства своих гигантских духовных когтей, господин Даосист Сян, но почему ты решил продемонстрировать эту способность сейчас? Ты пытаешься доминировать над мной?» Ледяным голосом процедил Ху Цинли. Сян Чжили совершенно не был обеспокоен угрожающим выражением лица Ху Цинли и небрежно улыбнулся. «Мои гигантские духовные когти — просто незначительная уловка, и я не собирался намеренно демонстрировать их тебе, брат Ху. Я был просто обеспокоен тем, что ты в пылу битвы забудешь свое соглашение с младшим боевым братом Ханем. Ты сказал, что собираешься нанести только одну атаку, и я полагаю, что младший боевой брат Хань уже выдержал эту атаку. Я прав, не так ли?» Ху Цинли стиснул зубы и неохотно ответил: «Конечно, я бы не отменил свое согласие с культиватором зарождающейся души. Господин Даосист Хань действительно выполнил мое условие». Затем он поднял руку и махнул ей в сторону колоссальной горы. С горы мгновенно послышался звуковой сигнал, а сама она вспыхнула ярко-зеленым светом. Сян Чжили улыбнулся, и огромные когти, стиснутые вокруг горы, сразу же исчезли. Затем колоссальная гора вздрогнула и разделилась на 8 отдельных гор, каждая из которых была около 1000 футов в высоту. В то же время 8 гор резко сжались и вернулись в свиток. К тому времени они уже были уменьшены до нескольких дюймов, и все они исчезли в иллюстрации на свитке. С 10 оставшимися нефритовыми пиками, парившими над головой Ху Цинли, произошло то же самое, каждый из них исчез в свитке один за другим. Затем свиток снова медленно скатился, и когда зеленый свет погас, снова превратился в совершенно обычный старый свиток. Ху Цинли протянул руку, и свиток исчез в его рукаве в виде шара зеленого света. Ху Цинли перевел взгляд на Хань Ли и Сян Чжили, и на его лице появилась теплая улыбка, как будто ничего не случилось. «Несмотря на то, что я отпустил фиолетовую духовную фею, я все равно проведу церемонию для 2 моих наложниц через 3 дня. Ты останешься на церемонии, не так ли, брат Сян?» Сян Чжили совсем не удивился этому изменению отношения и ответил с широкой улыбкой на лице: «Конечно. Я уже преподнес поздравительный подарок, поэтому мне определенно придется остаться еще на несколько чашек вина». В голове Хань Ли мелькало множество мыслей, но отсказал с неизменным выражением на лице: «Раз старший боевой брат Сян и господин Даосист Ветер не собираются уходить, я, естественно, тоже останусь на церемонию». «Ха-ха, это здорово. Давайте вернемся в мой дворец и выпьем за это». Ху Цинли сердечно хмыкнул, а затем направился прямо к своему дворцу в виде полосы черного света. Все культиваторы внизу все еще напоминали об этом эпическом столкновении, свидетелем которого они только что были, и они могли только поспешно последовать за Ху Цинли назад, в его дьявольский дворец. Эксцентрик Ветер также отправился во дворец, и внизу осталась только фиолетовая духовная фея. «Мы тоже должны идти, младший боевой брат Хань. Будь уверен, господин Даосист Ху — человек его слова. Ты выполнил его условия, поэтому все разногласия позади, и тебе не стоит волноваться, что он будет искать другой повод отомстить тебе. Ты можешь остаться с этой девушкой в дьявольском дворце на несколько дней и наслаждаться обществом друг друга», — усмехнулся Сян Чжили, а затем и сам отправил во дворец. На лице Хань Ли появилась кривая улыбка, и он медленно покачал головой. «Ты в порядке, брат Хань?»
Фиолетовая духовная фея немедленно бросилась к нему с беспокойством, благодарностью и множеством других эмоций на лице. «Я в порядке, просто моя магическая сила немного истощена. Ты планируешь уйти сейчас или после церемонии?» — спросил Ханьли. «Ты когда собираешься уходить?» «Я пойду с тобой, брат Хань», — без колебаний ответила фиолетовая духовная фея. «В этом случае тебе придется остаться здесь еще на несколько дней. Я не смогу уйти прямо сейчас», — вздохнул Ханьли. Глава 1247. Огненная долина. Фиолетовая духовная фея, немного поколебавшись, ответила: «Верно, было бы неуместно уходить сейчас, и ты, сделав это, бы мог разозлить тех культиваторов в стадии божественной трансформации. Однако, похоже, что они действительно довольно настороженно относятся к тебе, поэтому я уверена, что с нами будет все хорошо, даже если мы останемся здесь еще на несколько дней». Сохранив свою свободу, интеллект и находчивость фиолетовой духовной феи внезапно вернулись к ней, превратив ее в прежнюю фиолетовую духовную фею, которая была достаточно смелой, чтобы исследовать мир самостоятельно. Ханьли улыбнулся, увидев искру, вернувшуюся в ее глаза, и направился обратно во дворец. Фиолетовая духовная фея посмотрела на уходящего Ханьли, и ей, казалось, пришла в голову мысль, а на лице появился легкий румянец. Прикусив нижнюю губу, она направилась во дворец. Через 3 дня в Дьявольском дворце состоялась церемония, на которой 2 другие красавицы-культиваторши официально стали наложницами Ху Цинли. Помимо прежних гостей, еще около 30 дьявольских культиваторов и странствующих культиваторов прибыли на церемонию, и самые слабые из них были на ранней стадии зарождения души, в то время как еще несколько культиваторов были на поздней стадии. Это было довольно удивительно для Ханьли, поскольку не было никакого способа, чтобы такая грозная компания собралась в небесном южном регионе. Все вновь прибывшие культиваторы были ошеломлены, увидев, что 3 культиватора стадии божественной трансформации относятся к Ханьли как к равному. Однако, услышав об эпических подвигах Ханьли от предыдущей группы культиваторов, которые прибыли раньше них, все они были еще более удивлены и стали относиться к Ханьли с таким же уважением, как и к культиваторам божественной трансформации. В конце концов, этот человек в одиночку почти уничтожил секту рассеивающейся инь, а также забрал наложницу у Ху Цинли, выдержав его одну из самых мощных атак. Они явно не могли себе позволить связываться с этим человеком. В течение последних нескольких дней Ху Цинли общался с Ханьли вполне нормально, и он даже не упомянул об инциденте с фиолетовой духовной феей. Ханьли был весьма рад этому, но последние 3 дня он все еще находился в состоянии повышенной готовности. Фиолетовая духовная фея тоже не осмеливалась далеко отходить от Ханьли, и он, конечно, не собирался жаловаться на то, что рядом с ним была такая изысканная красотка. После завершения церемонии Ханьли немедленно попрощался с Сян Чжили и другими, покинув Дьявольский дворец и гору Дьявольского утёса вместе с фиолетовой духовной феей, прежде чем они оба, казалось бы, исчезли с лица этого мира. 3 месяца спустя на вершине безымянной горы стоял молодой человек в лазурном одеянии, отведя взгляд в сторону. Этот молодой человек, естественно, был никто иной, как Ханьли, который несколько месяцев назад покинул гору Дьявольского утёса. В этот момент выражение его лица было довольно спокойным, но в его глазах был намек на внутреннюю тревогу. Он вдруг поднял руки и некоторое время молча смотрел на них. Всего день назад его руки бродили по обжигающей фарфоровой коже фиолетовой духовной феи, и одних воспоминаний об этом чудесном опыте было достаточно, чтобы заставляло его кровь кипеть. Тем не менее, фиолетовая духовная фея уже давно ушла с этой горы, оставив его одного. После того, как Ханьли и фиолетовая духовная фея покинули секту Небесного Дьявола, они поселились на этой горе и начали обмениваться новостями со своей последней встречи. Между ними всегда был намек на взаимное притяжение, и после нескольких месяцев совместной жизни они, наконец, не смогли сдержать свои импульсивные чувства и погрузились в тело друг друга. Однако после этого фиолетовая духовная фея четко дала понять Ханьли, что раз у него уже была компаньонка Да, то не собиралась становиться его наложницей, поэтому им суждено было идти разными путями. Тем не менее, она никогда не полюбит никого, кроме Ханьли, поэтому никогда не найдет своего компаньона Да. Вместо этого она планировала от всего сердца посвятить себя культивации и преследованию великого Да. Выразив свои намерения Ханьли, фиолетовая духовная фея ушла со спокойным выражением. Ханьли был достаточно силен, чтобы заставить ее остаться, но видел решимость в ее сердце, поэтому он решил позволить ей уйти. Теперь, стоя на вершине этой горы и вспоминая последние 3 месяца, проведенные здесь с фиолетовой духовной феей, он был поражен чувством уныния и слабой пульсирующей болью в сердце. Он знал, что это были признаки, указывающие на нестабильность в его душевном состоянии, но он не стал сразу их исправлять, решив вместо этого насладиться этой сложной эмоцией.
Через некоторое время чувства потери и противоречия постепенно исчезли из сердца Хань Ли, и он смог восстановить ясность своего ума. «Полагаю, этого просто не должно было быть», — пробормотал про себя Хань Ли. Затем он превратился в полоску лазурного света и поднялся в воздух, мгновенно исчезнув в далеком небе. Огненная длина была одним из 7 ограниченных районов Великого Циня, расположенного в юго-восточной области Великого Циня, и существовал с древних времен. Это была страна пламени, сравнимая по размеру с половиной целого государства, и вся земля была черно-красная. В этом регионе также было множество вулканов разных размеров, протянувшихся на множество километров. Некоторые из этих вулканов было высотой более 100 тысяч футов, в то время как другие — чуть более 1000 футов, и напоминали небольшие холмы, а не вулканы, которыми они на самом деле были. Некоторые из этих вулканов были очень активны, и внутри них бурлила обжигающая красная лава, в то время другие стали совершенно темными и вымершими. Были также те, кто находился в процессе извержения, непрерывно урча и извергая в воздух обжигающий пепел с лавой. Воздух над этой землей всегда был скрыт толстым слоем черно-красных огненных облаков, а земля вокруг этих вулканов почернела от неизмеримо глубоких слоев сажи, которые скопились со временем. На малых высотах воздух был полностью заполнен едким запахом серы, и температура воздуха здесь была гораздо более палящей, чем в остальном мире. Тем не менее, многие культиваторы часто появлялись на этой опасной земле, непригодной для смертных. Некоторые из них то и дело спускались с неба и поднимали некоторые предметы с земли, в то время как другие прятались прямо в кратерах некоторых вулканов. Те, кто осмелился войти в вулканы, были, естественно, могущественными культиваторами более высокого ранга. Огненная долина была, несомненно, опасным местом, но также был регион, изобилующий множеством материалов огненного элемента. Настоящая запретная зона была на самом деле не всей огненной долиной. Вместо этого имелся в виду обширный участок горных цепей в центре огненной долины. В этом месте весь регион был окутан густым красным туманом, протянувшимся на десятки тысяч километров. Это обширное пространство красного тумана было истинным ограниченным царством, и очень немногие культиваторы выходили живыми из этой ограниченной области. Таким образом, обычно вокруг этой области не было видно культиваторов. Однако в этот день внезапно можно было увидеть полоску лазурного света, стремительно приближающуюся к определенной границе огненного тумана, мгновенно преодолевшую расстояние чуть более 1000 футов до алого тумана. Лазурный свет отступил, раскрывая молодого культиватора. Этим человеком был никто иной, как Хань Ли, который поправил свое душевное состояние и, наконец, прибыл сюда после нескольких месяцев путешествий. Прибыв сюда, он огляделся по сторонам и сосредоточился на море огненного тумана. Это обширное пространство красного тумана весьма отличалось от тумана, который Хань Ли видел в прошлом. Не только его чудовищность была совершенно ошеломляющей, но и внутри даже не было видно никаких покачиваний и шумов. Хань Ли сложил руки за спиной и некоторое время смотрел на алый туман. Внезапно лазурный свет снова вспыхнул вокруг его тела, и он вошел в море тумана. Как только он вошел в огненный туман и соприкоснулся с ним, на его защитном лазурном световом барьере начали вспыхивать удивительные взрывы. Красный и лазурный свет переплетались друг с другом, и взрывы становились все более учащенными и мощными. Хань Ли был слегка поражен этим и, пролетев более 1000 футов, нахмурился и похлопал по сумке для хранения на поясе. Во вспышке красного света из сумки вырвалась дюжина полос алого света, превратившись в серию сверкающих и полупрозрачных круглых колонн. Каждый из этих столбов был около фута в длину и переливался красным светом с выгравированными на его поверхности реалистичными алыми резными фигурками змей. Это были не что иное, как сокровища, которые Хань Ли добыл из огненных драконьих столбов на горе Куню. Затем Хань Ли начал что-то петь, указывая пальцем на красные колонны. Столбы сделали круг в воздухе и, остановившись примерно в 10 футах от Хань Ли, упали. Во вспышке красного света алые змеи, вырезанные на поверхностях этих столбов, одновременно открыли свои рты, выплюнув вспышки алого света, которые, объединившись, создали барьер вокруг тела Хань Ли. После соприкосновения с этим красным барьером огненный туман вокруг него немедленно прекратил свои взрывы, и Хань Ли смог скользить сквозь него, как горячий нож сквозь масло. При виде этого в глазах Хань Ли появилось удовлетворенное выражение, и он сразу же смог увеличить скорость в несколько раз. Здесь, в этом море огненного тумана, духовное чутье культиватора было строго ограничено, и даже благодаря чрезвычайно могущественному духовному чутью Хань Ли он мог видеть происходящее только в небольшом радиусе от себя. Если бы на его месте были другие культиваторы поздней стадии зарождающейся души, они, скорее всего, оказались бы еще в более невыгодной ситуации. Как и ожидалось, для него было мудрым решением прибыть сюда только после достижения поздней стадии зарождающейся души.
Хань Ли, естественно, был здесь, чтобы добыть огненную эссенцию чистого солнца, которую он мог бы использовать для изготовления солнечной воскрешающей воды. Воспользовавшись техникой поиска души на зарождающейся душе мастера арктического дракона в Северном ночном дворце, он собрал некоторую информацию, благодаря которой он узнал, что в этой запретной зоне огненной долины можно найти пучок огненной эссенции чистого солнца. Однако огненная эссенция чистого солнца была спрятана в чрезвычайно опасном месте, поэтому Хань Ли не спешил ее искать. Только достигнув пика поздней стадии зарождающейся души, он был достаточно уверен в себе, чтобы найти ее. В конце концов, воскрешающая солнечная вода была необычайным лекарством, которое имело для него огромное значение. Он дал Ху Цингли несколько капель ледяной квинтэссенции в обмен на свободу фиолетовой духовной феи, но у него все еще было достаточно ледяной квинтэссенции, чтобы изготовить 5-6 порций воскрешающей солнечной воды. Конечно, он сможет усовершенствовать это лекарство только в том случае, если найдет огненную эссенцию чистого солнца, и это, безусловно, будет чрезвычайно трудной задачей. В противном случае мастер арктический дракон, который тоже был великим культиватором, давно бы сам пришел сюда, чтобы обезопасить огненную эссенцию чистого солнца. Хань Ли уже овладел великим иньским истинным огнем, и поэтому он, конечно же, не смог бы получить огненную эссенцию чистого солнца. Иначе он бы не рискнул приехать в это место. Это обширное пространство огненного тумана, одна из 7 ограниченных областей Великого Циня, поэтому это было чрезвычайно опасное место. Кроме того, эти горы населяло множество невообразимо могущественных демонических зверей огненного элемента, среди которых, по-видимому, не было недостатка в демонах 6 и 7 ранга. Даже культиватор на средней стадии зарождающейся души с большой вероятностью бы погиб, если бы его окружила дюжина и более таких демонических зверей. Кроме того, самые опасные вещи в этом Красном море тумана были даже не демонические звери. Когда эти мысли пронесли в голове Хань Ли, он, казалось, вдруг что-то почувствовал, и в его глазах мелькнула вспышка холодного света. Затем он щелкнул пальцем, выпустив золотой меч Ци, который мгновенно исчез в красном тумане. Глава 1248. Формация заклинаний, жертвенный алтарь, гигантский котел. Неожиданно раздался странный крик. Из тумана вышла темная тень, напоминавшая демонического зверя длиной в несколько футов с парой голубых глаз и пурпурным гребнем на голове. Однако на одном из его крыльев была колотая рана размером с кулак, откуда яростно сочилась кровь. Однако этот зверь был чрезвычайно агрессивен и бросился на Хань Ли, несмотря на его травмы. Для Хань Ли это не было неожиданностью. В конце концов, демонические звери с огненным элементом обычно были гораздо более свирепыми и жестокими, чем другие демонические звери. Хань Ли мельком взглянул на него и щелкнул пальцами. В следующее мгновение вперед вырвалось 5 красных нитей, пробив несколько частей тела демонического зверя и обвив тело птицы, начали сжиматься на ней. Во вспышке сверкающего красного света демоническое животное было разделено на несколько частей. Его тело было разрублено ничем иным, как огненными духовными нитями Хань Ли. Перед лицом более слабых противников, таких как эта огненная птица, мощь огненных духовных нитей была очевидна. Хань Ли махнул рукой в воздух, и красные нити полетели к нему, исчезнув в ладони. По мере того, как он продолжал погружаться в море тумана, стало появляться все больше демонических зверей. К тому времени Хань Ли убил уже более 10 демонических зверей. Однажды на него напало бы огненных обезьян, каждая из которых был около 10 футов ростом. У обычного культиватора на ранней стадии зарождающейся души возникли бы проблемы, если бы он был на месте Хань Ли. Естественно, Хань Ли с легкостью смог разделаться с такой ситуацией. Он просто открыл рот и выплюнул мечи длиной в несколько дюймов, с легкостью убив всех огненных обезьян. Однако, продвинувшись дальше, он наконец столкнулся с первым настоящим камнем преткновения в своем путешествии. В воздухе, в нескольких сотнях футов от него, появился мерцающий красный шар света размером около 10 футов, который постоянно трансформировался. Он принял форму тигра, затем волка, то и дело меняясь между различными формами демонов, словно у него не было своей собственной формы. Хань Ли с холодным выражением на лице взглянул на него и поднял руку, выпустив в него несколько золотых полосок ци меча. Золотой свет пронзил это существо, с легкостью разрезав его на несколько частей, но красный свет в итоге объединил разрезанные сегменты и вернулся к своей первоначальной форме. Нахмурившись, Хань Ли сделал печать заклинания руками. Затем он снова открыл и выплюнул поток фиолетового света, который мгновенно пробил шар, создав отверстие размером с чашу для риса. Это была новая секретная техника, освоенная Хань Ли после достижения поздней стадии зарождающейся души. Она включала в себя сжатие усовершенствованного им высшего фиолетового пламени, а затем выплюнул его изо рта с помощью своей огромной духовной силы.
Несложно было представить, насколько сильной была новая атака. Несмотря на то, что шар света все еще мог восстановиться, это заняло намного больше времени, чем в прошлый раз. Все так же, как говорилось в слухах, с этим злым огненным духом действительно сложно справиться. Даже мое ледяное пламя, у которого должно быть преимущество перед ним, не очень эффективно. Неудивительно, что в воспоминаниях мастера арктического дракона он довольно настороженно относился к этому существу, пробормотал про себя Хань Ли. В этот момент красный шар света принял форму малинового дьявольского призрака и бросился к Хань Ли, плюясь красным пламенем изо рта. Хань Ли с серьезным выражением на лице махнул рукой. Над головой дьявольского призрака тут же появилась массивная лазурная рука и рухнула на него со скоростью молнии, крепко схватив демона всеми 5 пальцами. В следующее мгновение пальцы лазурной руки сжались, раздавив все тело дьявольского призрака во вспышке красного света. Однако в следующий момент красный свет снова восстановился. С холодной улыбкой на лице Хань Ли похлопал по сумке для хранения, по-видимому, собираясь вызвать какое-то сокровище. Однако в этот момент изнутри его тела вдруг раздался пронзительный крик. Затем на его плече вспыхнул багровый свет, и из воздуха материализовалась маленькая малиновая птичка размером всего в несколько дюймов. Хань Ли слегка запнулся, увидев эту птицу. Эта птица была воплощением великого истинного иньского пламени. На лице Хань Ли появилось удивленное выражение. Прежде чем он смог выяснить, почему этот огненный ворон появился сам по себе, птица внезапно расправила крылья и бросилась прямо в шар красного света. Попутно огненный ворон увеличился в размерах, расширившись до нескольких футов за несколько мгновений, и клюнула в шар света. К удивлению Хань Ли, птица смогла отколоть кусок из невещественного тела шара света. После нескольких клевков в шаре света появилась большая дыра, которая уже не могла регенерировать. Однако злой огненный дух, казалось, не был очень умным и не имел никакого чувства боли. Вместо того, чтобы пытаться скрыться с места происшествия, снова и снова переходя в разные формы в попытке лучше сражаться с огненным вороном. Огненный ворон крепко зажал тело злого огненного духа между когтями, продолжая злобно клевать его, независимо от того, какую форму шар света принимал. В мгновение ока шар света уменьшился вдвое от своего первоначального размера. При виде этого Хань Ли усмехнулся. Он никогда бы не подумал, что великий иньский огненный ворон будет проклятием злобного огненного духа. В этом случае Хань Ли был избавлен от множества неприятностей. Таким образом, Хань Ли смотрел на происходящее с расслабленным выражением на лице. Иньскому огненному ворону не потребовалось много времени, чтобы полностью поглотить шар света. Затем он протяжно закричал и вернулся на плечо Хань Ли, где тут же начал чистить перья, по-видимому, не желая сразу же возвращаться в тело Хань Ли. Слабо верилось, что в этом море тумана был только один злобный огненный дух, поэтому Хань Ли, естественно, не собирался заставлять птицу возвращаться в его тело. Таким образом, он продолжил свое путешествие. Горные хребты, окутанные этим морем тумана, были невероятно массивными. Духовное чутье Хань Ли было ограничено, поэтому он не смел лететь слишком быстро, и ему потребовалось целых 3 дня, прежде чем он наконец прибыл к месту назначения, массивному потухшему вулкану. По пути он убил по меньшей мере около 80 демонических зверей всех уровней, если не больше 100. Были даже некоторые, которые достигли пика 7-го ранга и были всего в шаге от 8-го. Демонические звери стадии метаморфозы, обретая разум, уходили из огненной долины в поисках более подходящего места для культивации. По пути Хань Ли встретил еще 2 злых огненных духов, и оба они были поглощены иньским огненным вороном, поэтому не доставляли ему особых проблем. Однако, когда они проходили через огненное озеро, Хань Ли был вынужден значительно замедлиться. Огненное озеро выбрасывало огненные столбы в воздух без какого-либо предчувствия, и эти столбы огня были довольно мощными. Хань Ли не боялся этого пламени, но, естественно, не хотел излишне тратить свою магическую силу. Таким образом, он проявил осторожность и медленно пролетел над этим районом. В этот момент Хань Ли уже был на краю потухшего вулкана, бросая взгляд вперед, скрестив руки на груди. Он похлопал по сумке для хранения на поясе, и в его руке сразу же появилась толстая пачка флагов и пластин. Он бросил эти инструменты формации, и во вспышке серебряного цвета появился второй Хань Ли. Второй Хань Ли поднял руку, и во вспышке серебряного света инструменты формации, которые Хань Ли бросил в воздух. Разумеется, вторым Хань Ли была человекоподобная марионетка, которой управляла вторая зарождающаяся душа Хань Ли. Тело марионетки качнулось, и во вспышке серебряного света он мгновенно исчез в тумане. Тем временем Хань Ли сел медитировать, скрестив ноги и закрыв глаза. Некоторое время спустя марионетка вернулась к нему с пустыми руками. Хань Ли открыл глаза и, переведя взгляд на марионетку, кивнул головой. Марионетка качнулась и снова исчезла. Окутанный ярким духовным светом,
Хань Ли пронесся в воздухе в виде полоски лазурного света и вскоре прибыл в самый центр вулканического кратера, где отступил лазурный свет. Хань Ли осмотрел окрестности и, взмахнув рукой, выбросил заранее подготовленный белый предмет. Этот предмет сделал круг в воздухе и резко увеличился в размерах, превратившись в массивный объект высотой более 100 футов, который в следующее мгновение рухнул на землю, заставив всю землю задрожать. Казалось, это был очень тяжелый предмет. Когда белый свет погас, показалось небольшой нефритовый алтарь для жертвоприношения. Однако на поверхности этого алтаря были вырезаны руны, ясно указывающие на то, что это было сокровище. Хань Ли снова перевернул руку, и над его ладонью появился маленький синий котел. Затем он начал что-то петь, наложив несколько заклинаний на котел. Котел начал вращаться в воздухе и излучать искрящийся духовный свет. В то же время он резко увеличился до 10 футов. Хань Ли осторожно щелкнул пальцем в сторону котла, и его крышка мгновенно откинулась назад. Изнутри котла послышалось жужжание, после чего вспыхнул синий свет и начал быстро распространяться по воздуху. По вспышке синего света на окружающем ландшафте появился слой мерцающего голубого льда. Хань Ли выпустил свое небесное ледяное пламя, а этот маленький синий котел, естественно, был копией духовного сокровища, которую он получил от мастера арктического дракона, синий небесный котел. Существовало всего 2 таких котла, и оба они были в распоряжении Хань Ли. Когда синий свет вспыхнул в воздухе, красный туман поблизости отступил, и вулканический кратер внезапно стал намного яснее. При виде этого на лице Хань Ли появилась легкая улыбка. Он указал пальцем на огромный котел, и тот сразу же приземлился прямо в самом центре жертвенного алтаря перед ним. Тем временем Хань Ли достал синюю пластинку размером с ладонь и быстро наложил на нее несколько заклинаний. Внезапно из-под земли возле жертвенного алтаря раздался громкий раскат грома, и внезапно появилась массивная формация, переливающаяся разными цветами духовного света, в центре которой был алтарь для жертвоприношения. В этот момент казалось, что формация вокруг жертвенного алтаря всегда была единой с гигантским котлом, и казалось, что небесному ледяному пламени, вытекающему из котла, нет конца. Голубой лед вскоре распространился по всему вулканическому кратеру. С серьезным выражением на лице Хань Ли указывал на пластину в руке. Внезапно из всей формации раздался оглушительный грохот, и несколько десятков столбов синего света ворвались в небо вокруг кратера, создавая гигантскую световую клетку, которая полностью закрыла пространство поблизости. Каждая колонна сверкала зеленым светом и достигала нескольких сотен футов в высоту, создавая грозное зрелище для созерцания. Глава 1249. Появление огненной эссенции. Хань Ли, взмахнув рукавом, выпустил другой маленький синий котел. Он резко расширился в воздухе и стал парить над массивной формацией по приказу Хань Ли. Котел остановился, достигнув высоты более 200 футов. Во вспышке серебряного света рядом с котлом появилась марионетка и встала совершенно неподвижно рядом с ним. При виде этого Хань Ли кивнул и резко похлопал по одной из сумок для хранения у себя на поясе. С порывом ледяного ветра из сумки вылетело 12 четырехкрылых ледяных многоножек, каждая из которых была длиной в несколько футов. Это были шестикрылые ледяные многоножки Хань Ли. Появившись, многоножки сразу же начали выпускать из пасти ледяную ци, посылая полосы белого тумана высоко в воздух. Затем они скрылись в тумане и разлетелись в разные стороны. Подготовив все эти меры безопасности, Хань Ли почувствовал себя намного увереннее. Однако он все еще не успокоился и продолжил осматривать установленную им формацию. Убедившись, что проблем не было, он встал в определенной точке внутри формации и сделал печать заклинания, и над его телом внезапно появился слой фиолетового пламени. Затем он медленно погрузился в землю, словно был всего лишь иллюзорным миражом, который исчез из виду в мгновение ока. Таким образом, в огромной клетке света остались только 2 котла, полностью неподвижная марионетка и 12 облаков порхающего белого тумана. Тем временем Хань Ли уже достиг глубины в несколько сотен футов и в настоящее время находился на обширном пространстве палящей алой лавы. Температура здесь могла превратить человека в ничто за считанные секунды, но Хань Ли, находясь в своем коконе из высшего фиолетового пламени, был совершенно нетронутым. Однако, когда сила его ледяного пламени стала переплетаться с палящей лавой, раздался ужасающий грохот, напоминавший раскаты грома, гремевшие поблизости. Это было довольно неприятное воздействие для ушей. Не то, чтобы Хань Ли не хотел переключаться на барьер, созданный его столбами огненного дракона. Барьер огненного элемента, естественно, мог бы с легкостью слиться с окружающей лавой. Однако необходимость контролировать температуру внутри барьера при такой сильной жаре привела бы к чрезмерному расходу магической энергии, поэтому вместо него было гораздо эффективнее использовать его ледяное пламя. Таким образом, Хань Ли не собирался активировать этот барьер до встречи с огненной эссенцией чистого солнца.
Даже несмотря на то, что он раскрыл свое духовное чутье в максимально возможной степени, тот факт, что он был погружен в лаву, сильно ограничивал радиус его обнаружения, в результате чего он не мог ощутить что-либо за пределами радиуса около 1000 футов. Хань Ли невольно обратил на это внимание. Неудивительно, что мастер арктический дракона так много раз пробовал заполучить огненную эссенцию чистого солнца и не смог, хотя он знал, что он действительно находится в этом вулкане. В результате он полностью отказался от попыток добыть огненную эссенцию. В такой обстановке даже великому культиватору на поздней стадии зарождающейся души было довольно трудно попросить захватить пучок огненной эссенции чистого солнца, который уже обладал определенной степенью духовной природы. Только культиватор божественной трансформации мог совершить этот подвиг. Несмотря на то, что он заранее сделал обширные приготовления, он все еще был совершенно не уверен, сможет ли он действительно захватить огненную эссенцию. Внезапно Хань Ли похлопал инского огненного ворона, который все еще сидел на его плече. Огненный ворон расправил крылья и вылетел из фиолетового огненного барьера, мгновенно исчезнув в лаве, что была впереди. Весь процесс прошел совершенно беззвучно, и огненный ворон скользил в лаве без каких-либо препятствий, и, похоже, на него вообще не влияла температура лавы. Хань Ли сначала потерял дар речи от увиденного, после чего его сердце залилось чувством экстаза. Великое истинное инское пламя было одним из самых мощных инских элементов в мире людей, и казалось, что оно может процветать даже в лаве. Как одно из 3 истинных духовных огней, казалось, что в великом истинном инском пламени должны были быть скрыты некоторые секреты. Если в будущем у Хань Ли будет такая возможность, ему действительно придется провести тщательное исследование этого пламени. Великое истинное инское пламя было рождено в экстремальных ледяных условиях, а огненная эссенция чистого солнца — в сильной жаре. Инь и Ян притягивали друг друга, как противоположные магнитные поля, поэтому, если огненная эссенция чистого солнца находилась поблизости, она бы силой была притянута к инскому огненному ворону Хань Ли. Таким образом, Хань Ли последовал за огненным вороном с большого расстояния, бродя по лаве, сделав центром своих поисков кратер этого вулкана. Прошло несколько дней, и Хань Ли обыскал почти всю область, которая охватывала радиус более 5000 километров. В частности, он удостоверился, что провел тщательные обыски в тех местах, где мастер арктический дракон когда-то обнаруживал огненную эссенцию чистого солнца, но к большому его разочарованию, его поиски оставались совершенно бесплодными. Поэтому Хань Ли был вынужден расширить сферу своих поисков, но огненная эссенция чистого солнца продолжала ускользать от него, как будто ее здесь даже не существовало. Месяц спустя Хань Ли обыскал место в десятках тысяч километров от вулканического кратера. Его лицо продолжало оставаться совершенно бесстрастным, но на самом деле он начинал терять терпение. Он блуждал в палящей лаве изо дня в день, не видя ничего, кроме огромного алого пространства. Кроме того, он должен был постоянно использовать свое духовное чутье на всю мощь в максимальной степени, затрачивая огромное количество магической силы. Любой на месте Хань Ли почувствовал бы себя невыносимо. Как только Хань Ли размышлял о том, что пора вернуться на поверхность, чтобы снова пополнить свою духовную силу, выражение его лица внезапно изменилось, и в его глазах появился намек на удивление и восторг. Он мгновенно похлопал по сумке для хранения и вызвал маленький черный флакон с несокрушимыми чевкающими демонами, а затем выпустил демонов в лаву. Демонам явно было некомфортно в лаве, но серовато-белая дьявольская ци, кружащаяся вокруг их тел, могла сдерживать обжигающую температуру. Хань Ли начал что-то петь, и 5 демонов превратились в призрачные головы, исчезнув в лаве в разных направлениях. Затем Хань Ли снова взмахнул рукавом, выпустив столбы огненного дракона, и вокруг него появился светло-красный барьер. В то же время его тело качнулось и стало расплывчатым, и в конце концов он полностью скрыл себя в окружающей лаве. Таким образом, все вокруг стихло, за исключением звука текущей лавы. Примерно через 10 минут вспыхнула полоска малинового света, и инский огненный ворон вышел из лавы, погрузившись в лаву с головой с другой стороны. Почти в один и тот же момент лава поблизости начала бурно расти и падать, а ее температура резко возросла более чем в 2 раза. В то же время вспыхнул серебряный свет, и что-то быстро пронеслось вслед за инским огненным вороном. Когда серебристый свет исчез, окружающая его лава вернулась в свое первоначальное состояние, но палящая температура отказывались отступать. В этот момент вспыхнул красный свет, и Хань Ли появился рядом в своем малиновом световом барьере. С довольным выражением на лице он последовал в том направлении, куда устремился серебряный свет. Таким образом, трое следовали друг за другом, преодолев расстояние в десятки тысяч километров в течение нескольких часов, подведя их близко к вулканическому кратеру, где ранее была установлена формация. Однако в этот момент произошло нечто неожиданное. Скорость и ловкость инского огненного ворона не зависели от лавы вокруг него, но он явно был немного медленнее, чем преследующий его шар серебряного света. После такой обширной погони серебряный свет наконец-то догнал его, когда они были еще в 10 километрах от вулканического кратера.
Серебряный свет резко обрушился на инского огненного ворона, и в следующее мгновение малиновый и серебряные огни переплелись друг с другом. Тем временем Хань Ли был слишком напуган, чтобы приблизиться к шарику серебряного света, опасаясь, что он его спугнет, но благодаря своей духовной связи с инским огненным вороном, он наконец смог мельком увидеть этот шар серебряного света. Оказалось, что это был миниатюрный пегас размером всего в несколько дюймов. Все его тело было белого цвета, но крылья имели серебристый переливающийся оттенок. Как только пегас догнал инского огненного ворона, на поверхности его крыльев мгновенно вспыхнуло бесчисленное множество серебряных огненных цветов. Пегас, устремившийся к инскому огненному ворону, естественно, был ничем иным, как воплощением истинного духовного пламени, огненной эссенции чистого солнца. Когда инский огненный ворон появился на свет, он был чрезвычайно слабым, поэтому Хан Ли смог с легкостью покорить и захватить его. Однако, после того, как в пещере высшего нефрита огненный ворон поглотил бесчисленное количество ледяной ци, он стал намного мощнее. Таким образом, его сила была на самом деле вполне сопоставима с огненной эссенцией чистого солнца. Тем не менее, миниатюрный белый пегас мог позаимствовать безграничную силу лавы вокруг него, что дало ему явное преимущество. Напротив, инскому огненному ворону приходилось тратить часть своей духовной силы, чтобы отразить палящую температуру лавы, тем самым ставя ее в невыгодное положение. Таким образом, после нескольких обменов атак он начал терпеть поражение. Хань Ли слегка нахмурился, обнаружив это своим духовным чутьем, благодаря его духовной связи с огненным вороном. Однако ни он, ни 5 демонов не могли сейчас помочь инскому огненному ворону, так как это могло спугнуть огненную эссенцию чистого солнца. Из воспоминаний мастера арктического дракона он обнаружил, что огненная эссенция чистого солнца была чрезвычайно осторожным существом и могла сбежать при первых признаках любой потенциальной опасности. Кроме того, его техника огненного передвижения была чрезвычайно глубокой, что позволяло ей проходить через лаву практически без следов обнаружения. Таким образом, если бы она смогла сбежать, у Хань Ли не было шанса снова выследить ее. Если бы он спугнул огненную эссенцию чистого солнца в этот раз, Хань Ли не был уверен, что использование инского огненного ворона в качестве приманки сработало бы во второй раз. Таким образом, даже несмотря на то, что огненный ворон явно сражался в неравной битве, он не смел вмешиваться, но его разум пытался разработать потенциальный вариант действий, который он мог предпринять. Внезапно ему пришла в голову идея. Он немедленно сделал печать заклинания и, открыв рот, выплюнул сферу белого света. Это было не что иное, как та жемчужина снежного кристалла, которую культивировало высшее фиолетовое пламя. Хань Ли сделал несколько жестов заклинания, после чего выпустил ее в виде полоски белого света. Жемчужина снежного кристалла мгновенно достигла поля битвы между Пегасом и инским огненным вороном. Затем жемчужина спустилась к 2 бойцам. Пегас был сразу же поражен его приближением и замахал своими маленькими крыльями, внезапно исчезнув в шаре серебряного пламени. В следующее мгновение он появился на расстоянии более 200 футов, глядя на жемчужину с недоумением в глазах. Однако инский огненный ворон не собирался уклоняться от жемчужины. Вместо этого он набросился на жемчужину и проглотил ее. В следующее мгновение тело ворона вспыхнуло ярким алым светом. Сделав это, огненный ворон немедленно продолжил убегать без каких-либо колебаний. Пегас слегка запнулся при виде этого. Он тщательно осмотрел свое окружение и, решив, что ему нечего бояться, наконец расправил крылья и снова погнался за ним. Тем не менее, с помощью силы высшего фиолетового пламени, хранящейся в этой жемчужине снежного кристалла, инский огненный ворон летел намного быстрее, чем раньше, и Пегас не смог его догнать. В мгновение ока они достигли массивного вулканического кратера, после чего инский огненный ворон немедленно выстрелил вверх к поверхности. Глава 1250. Захват огненной эссенции. Пегас так долго гонялся за инским огненным вороном, что, естественно, не хотел сдаваться. Вместо этого он поспешно расправил крылья и также полетел к поверхности. Оба они были огненными духами, поэтому толстые слои земли им, естественно, не мешали. Спустя несколько мгновений 2 огненных духа возникли из земли один за другим, появившись прямо в массивной световой клетке. Как только огненная эссенция чистого солнца появилась, она почувствовала, что что-то не так. Однако было уже слишком поздно. Человекоподобная марионетка поджидала ее здесь заранее и резко топнула ногой перед синим небесным котлом. Изнутри котла сразу же вырвалась вспышка синего пламени, мгновенно превратившись в синего ледяного змея. Огненный ворон также начал контратаку и, развернувшись, выплюнул жемчужину снежного кристалла. В то же время вся формация была активирована марионеткой. При виде этого огненная эссенция чистого солнца мгновенно попыталась скрыться в лаве.
Вулканический кратер, в котором она находилась, и Инский огненный ворон, были единственной областью, которая была намеренно оставлена свободной от голубого льда. Однако, когда формация была активирована, синий лед также начал герметизировать этот кратер. Тем не менее, скорость, с которой лед, распространяясь по кратеру, была намного ниже скорости отступления огненной эссенции чистого солнца. Как только миниатюрный Пегас собирался исчезнуть в земле, в его глазах появился ужас, и он внезапно расправил крылья, исчезнув, прежде чем снова появиться на расстоянии более 200 футов. Почти в один и тот же момент 5 столбов света разных цветов вылетели в воздух из-под земли. Затем появилось 5 очередей серовато-белой дьявольской ци, превратившегося в 5 призрачных голов, каждая из которых была размером около фута. Это были несокрушимые чевкающие демоны. Хань Ли тоже медленно поднимался с земли. В этот момент весь кратер из-за формации был покрыт толстым слоем голубого льда. Хань Ли встал на голубой лед и поднял голову с серьезным выражением лица. Ледяной змей, явившийся из синего небесного котла, инский огненный ворон и 5 призрачных голов стали приближаться к Пегасу. Однако, как показывали воспоминания мастера арктического дракона, огненная эссенция была чрезвычайно проворной и мелькала в воздухе как совершенно неотслеживаемая полоска серебряного света. Инский огненный ворон был единственным, кто мог сравниться с его скоростью, в то время как 5 демонов и ледяной змей явно не поспевали за ней. Однако в этом случае Пегас был истощен ледяной ци, исходящей из клетки небесного ледяного пламени, и с усилением жемчужины и снежного кристалла Хань Ли инский огненный ворон стал немного быстрее, чем огненная эссенция. Если бы не тот факт, что техника передвижения Пегаса была действительно чрезвычайно непредсказуемой, она была бы давно захвачена инским огненным вороном. Однако за короткий промежуток времени Пегас все еще был поражен тем, что изо рта искного огненного ворона вырывался багровый свет, нанеся ему несколько незначительных повреждений. Однако Пегас позволял ему наносить эти атаки, поскольку стоило ему замедлиться, как у 5 демонов и ледяной змеи появлялась возможность преследовать его. Хань Ли встал внизу, сложив руки за спиной, и, казалось, был доволен тем, что мог просто наблюдать. Тем временем марионетка поддерживала функционирование формации и в то же время безо всякого выражения на лице управляла ледяной змеей. Внезапно Пегас обнаружил возможность и рухнул на землю, пропустив еще одну атаку инского огненного ворона. Он мгновенно достиг земли внизу, а затем попытался применить технику передвижения для побега. Однако, соприкоснувшись с синим льдом внизу, тело Пегаса дрогнуло. За доли секунды задержки полоса малинового света и вспышка голубого ледяного тумана внезапно обрушились на него. В то же время раздался странный тревожный крик. Вспышка ужаса мелькнула в глазах Пегаса, но уклоняться явно было слишком поздно. Однако ему удалось среагировать очень быстро, отчаянно взмахнув крыльями, создав серию серебряных цветов. Эти цветы мгновенно окутали все его тело, и казалось, что он планировал принять эти атаки в лоб. С грохотом алый свет и синий ледяной туман практически мгновенно поразили серебряные цветы. К большому удивлению Хань Ли, Пегас позаимствовал силу от воздействия атак, быстро пролетев по воздуху и мгновенно появившись на расстоянии более 100 футов. Он немного запнулся, чтобы остановить свой импульс, а затем стал лететь в другом направлении в клетке в виде полоски серебряного света. Даже при том, что Пегас все еще передвигался очень быстро, Хань Ли мог рассмотреть, используя свои глаза духовного прозрения, что на одном из крыльев Пегаса не хватало части крыла, и одна из его ног также была расчленена. При виде этого на лице Хань Ли появилась улыбка, и он, наконец, начал действовать. Позади него вспыхнул лазурно-белый свет, вслед за которым на его спине появилась пара крыльев. Он осторожно взмахнул крыльями и исчез в порыве легкого ветра. Инский огненный ворон тоже снова бросился за огненной эссенцией. Тем не менее, Пегас уже открыл некоторое расстояние между ними, позаимствовав импульс от предыдущих атак, и развил максимальную скорость, достигнув границы клетки после нескольких последовательных вспышек серебряного света. На его пути стоял столб синего света, поэтому Пегас решил облететь его. Однако марионетка сверху сразу же увидела это, и из всех столбов вырвался яркий свет, создав плотную сеть, преградившую путь к отступлению Пегаса. Пегас был поражен этим развитием событий, но было слишком поздно поворачивать назад. Таким образом, он метнул несколько десятков серебряных цветов к сети, продолжая лететь на полной скорости вперед. Он планировал проколоть сеть с помощью грубой силы. Однако Пегас не заметил, что над его головой уже появились 2 облака белого тумана. Белый туман внезапно вздыбился, и к нему пронеслось 2 порыва белого ледяного ветра. Сразу после этого из тумана вырвалось со скоростью молнии 2 белоснежные многоножки. Это были 2 шестикрылые ледяные многоножки, которых Хань Ли выпустил заранее. Таким образом, Пегасу оставалось только уклоняться от 2 порывов ледяного ветра и лететь в другом направлении.
В этот момент инский огненный ворон, 5 демонов и ледяной змей снова приблизились к нему. Однако, как только Пегас сменил направление, перед его глазами внезапно появился черный свет, и сверкающий, полупрозрачный черный клинок мгновенно метнулся в него. Выражение шока и ужаса появилось в его глазах, и все его тело было разрублено пополам. Две половины его тела вернулись к своей форме серебряного пламени, а затем мгновенно слились воедино и снова превратились в миниатюрного Пегаса. Однако его тело было довольно расплывчатым и нестабильным, что явно указывало на то, что он не мог мгновенно принять свою первоначальную форму. Было совершенно очевидно, что внезапная атака от кинжала дьявольской эссенции оказалась очень эффективной. Прямо в этот момент над головой внезапно раздался глухой раскат грома. Во вспышке лазурной дуги молнии внезапно появился Хан Ли и сразу же быстро щелкнул своими 10 пальцами. 10 огненных нитей пронеслись по воздуху, мгновенно проткнув тело Пегаса. В то же время Хан Ли начал что-то петь, и огненные нити мгновенно крепко связали Пегаса. Было совершенно бессильно противостоять внезапным атакам Хан Ли. Хан Ли, естественно, пришел в восторг от увиденного. Он перевернул руку, вызвав пачку ограничительных талисманов, подготовленных заранее, и как только он подбросил их в воздух, около десятка световых полос разных цветов полетели к огненной эссенции. Если бы эти ограничительные талисманы смогли прикрепиться к телу Пегаса, Пегас точно не смог бы сбежать, несмотря на то, что он обладал телом огненного духа. Однако в следующее мгновение произошел неожиданный поворот событий, тесно связанный Пегас внезапно отчаянно взвыл, окутав свое тело блестящим серебряным светом. Огненные нити отделились от его тела и вместо этого вспыхнули в направлении встречных ограничительных талисманов. С оглушительным грохотом все талисманы превратились в пыль, в то время как огненные нити продолжали нестись к Хан Ли. Даже вечно спокойный и собранный Хан Ли был совершенно поражен этим. Однако он сразу определился с курсом действий и отмахнулся рукой на огненные нити. Нити сразу же напряглись и неохотно исчезли в его руке. Тем временем Пегас, воспользовавшись ситуацией, снова попытался сбежать. Лицо Хан Ли стало мрачным, и он холодно фыркнул. От холодного фыркания Пегас внезапно вздрогнул, и его тело невольно рухнуло на землю. Хан Ли использовал свою секретную технику духовного оглушения. Хан Ли взмахнул крыльями и внезапно исчез, мгновенно появившись прямо под падающим Пегасом. Затем он просто сделал хватательное движение к Пегасу, не используя никаких других сокровищ. В воздухе тут же появилась большая рука, созданная из фиолетового пламени, и схватила миниатюрного Пегаса. Во вспышке блестящего фиолетового ледяного света тело огненного духа сковал фиолетовый лед. В этот момент инский огненный ворон и ледяной змей также наконец достигли Пегаса. Они оба без промедлений погрузились в фиолетовый лед и быстро слились воедино с глыбой льда по вспышках духовного света. Почти в тот же момент Пегас в ледяной глыбе, казалось, оправился от эффекта техники духовного оглушения, и серебряное пламя мгновенно вспыхнуло по всему его телу, и он снова попытался сбежать. Однако, как только инский огненный ворон объединился с ледяной глыбой, у Пегаса не было никакой возможности сбежать за короткий промежуток времени. Голубой ледяной змей и инский огненный ворон, окружая Пегаса, были похожи на рыбу в воде и извергали порывы ледяной ци изо рта, чтобы принудительно подавить его серебряное пламя. 5 демонов к этому времени тоже были на месте. Каждый из них выбрасывал ледяное пламя изо рта, которое, объединившись, образовывало пятицветное ледниковое пламя, летевшее к миниатюрному Пегасу. Соприкоснувшись с этим пятицветным ледяным пламенем, миниатюрный Пегас сразу стал чрезвычайно медленным и вялым. Напротив, ледяной змей и инский огненный ворон, по-видимому, совершенно не пострадали, хотя пятицветное ледяное пламя также окутало их. Вместо этого ледяная ци, вздымающаяся изо рта, стала еще более мощной. Огненная эссенция была не способна противостоять такому свирепому нападению и постепенно стала замедляться все больше, а ее аура становилась все более и более слабой. При виде Хан Ли сразу же взмахнул рукавом, выпустив дюжину талисманов. Эти талисманы сразу же пробили глыбу льда, а затем приклеились к телу Пегаса. Огненный дух, наконец, оставил свое сопротивление с выражением отчаяния на лице. Серебряный свет, исходящий из его тела, потускнел, и он больше не мог сохранять свою форму Пегаса, возвращаясь обратно в шар мерцающего серебряного пламени.